Здорово, народ! Сегодня в этом видео я расскажу, почему нельзя играть в волейбол и баскетбол в беговых и дешевых кроссовках, не предназначенных для занятия этими видами спорта. Но прежде чем я начну, напишите, в каких кроссовках играете вы. Обращаю ваше внимание, что это лишь мое личное мнение, построенное на многолетнем опыте занятий спортом. А теперь поехали. Хотелось бы выделить 5 основных моментов, и первый из них это то, что беговые кроссовки изначально не рассчитаны на защиту вашего голеностопа от скручивания или подворачивания. Конструкция беговых кроссовок подразумевает в себе свободное движение стопы, и при создании дизайнеры делают все, чтобы кроссовки получились максимально легкими, так как при беге по прямой нет необходимости в дополнительной стабилизации. Поэтому снижение веса кроссовок очень сильно ощущается, особенно при беге на большие дистанции. Так, например, Элиот Кипчоге в 2018 году при длине шага в 190 см в общей сложности совершил 22 500 шагов за 42 км. Это означает, что если снизить вес кроссовок на 20 грамм, то на такой дистанции вашим ногам придется нагрузки на 4,5 тонны меньше. Учитывая, что такой марафон занимает 2 часа, это ощутимая нагрузка на ноги бегуна. Поэтому при игре в беговых кроссовках, а особенно уровня тренировок выше начального, у вас появится необходимость в резких боковых остановках или латеральных перемещениях, при которых верхняя часть кроссовка просто не удержит ваш голеностоп. И в лучшем случае вы получите растяжение, в худшем разрыв связок. На примере своих беговых кроссовок Asics Gel Kayano 27 хочу показать наглядно, что происходит с вашей стопой при резких остановках или боковых перемещениях. Сами кроссовки мне нравятся, и я с удовольствием в них хожу всегда и везде, но играть в волейбол я в них никогда бы не стал. Я даже не стал это делать на большой скорости, потому что либо порву кроссовок, либо сверну себе голеностоп. В принципе, и так наглядно видно, что при смещении центра тяжести на внешнюю часть кроссовка его заваливает наружу. Второе – это амортизация. В игровых кроссовках используется повышенная амортизация, которая снижает нагрузки на голеностоп. Существуют беговые кроссовки, которые вполне могут сравниться в упругости с технологиями в баскетбольных или волейбольных кроссовках. Но изначально они не рассчитаны на гашение больших ударных нагрузок при приземлении с высоты. Их основная задача – гасить нагрузку с длинного шага, но никак не с высоты в 100 см. Плюс ресурс беговых кроссовок исчисляется в пройденном расстоянии. Многие не знают, но у большинства беговых моделей есть рекомендуемый пробег, при котором упругость подошвы сохраняет свои первоначальные свойства. Изначально амортизация обуви сокращается со 100% до 70% после пробега в 200 км. А теперь представьте, что своими прыжковыми нагрузками вы снижаете ресурс кроссовок в 10 раз быстрее. Это не значит, что ваши кроссовки резко станут деревянными. Это говорит о том, что ваши колени и позвоночник начнут получать большую ударную нагрузку при приземлении в виде накопительного эффекта. И тем самым вы повысите риск травматизации в будущем. По этой же причине нельзя использовать игровые и беговые кроссовки для тренировок в тренажерном зале при работе с большими весами. Вы очень быстро снижаете ресурс амортизации ваших кроссовок. Это тяжело заметить на длинном отрезке времени, так как, образно говоря, ваши кроссовки теряют по 0,5% упругости за тренировку, и это очень незаметно в моменте. Но если вы через 2-3 месяца регулярных тренировок примерите ту же самую пару новых кроссовок, в которых играете, вы ощутите разницу сразу. Проверял на себе лично несколько раз. Для примера слова Ивана Яковлева о продолжительности жизни кроссовок у профессионального спортсмена. Пару моментов уже писал в Инстаграм. Как тебе Метарайз? Кросс, да. Давай, слушай, мне на самом деле эти кроссовки очень понравились. Очень они оказались мягкими, несмотря на странную форму. Изначально как бы эта форма была такая под сомнением, потому что было непонятно из-за того, что пятка, она такая выпуклая, большая, шпоровидная, и такое ощущение было, что будешь цеплять, и она будет мешать. На самом деле, потом, когда уже попрыгал, распробовал это все, и в принципе понравились. Огромный плюс то, что они очень много, получается, проветриваемые, и дышит, получается, нога в них, и потеет не так сильно, поэтому нет этого скольжения ноги в кроссовке. Какая пара по счету? Ну, наверное, третья, скажем так, потому что 2 пары красных я точно не стоптал. И третья у меня, я ее, недавно, считай, достал, одел и поменял на белый, потому что белые только вышли, чисто так, что, потренироваться, попробовать тоже поиграть в них. Поэтому это, наверное, 4-я, 3-я, где-то так. Меняю раз в 2-2,5 месяца. Это вообще, в принципе, все кроссовки или конкретно? Да. Asics именно да, потому что у них подошва как бы сделана так, что она, в принципе, мягкая, сам материал мягкий и так далее, но он очень быстро изнашивается и теряет свои свойства вот именно смягчения, потому что я вот после 2 месяцев интенсивных тренировок и игр в одних кроссовках,
уже приземляюсь с блока или с атаки и отбиваю уже, вот только чувствую, как больно большой подушечки под пальцами уже, все, я сразу меняю, потому что, больно. Что вообще по кроссовкам аналогично им можешь сказать? Вот было что-то у тебя, что тебе прям так же сильно зашло? Слушай, баллистики мне из асиксов, если то баллистики мне нравились, то есть они прям очень мягкие, баллистики. Да. FFMT, да? Да, вот эти мне прям очень понравились, но их надо менять еще чаще, то есть они вот 1,5 месяца это край, потому что они потом превращаются в такую непонятную форму, их там прям затягиваешь уже там на 2 узла, потому что они очень сильно разнашиваются, но очень мягкие тоже. Ну и текущий рост, вес? 2,7 роста и 90 веса. Третье – это тракция или сцепление. Как правило, в беговых кроссовках этому уделяется не так много внимания, как в игровых, потому что в этом просто нет потребности при беге по прямой. Даже площадь соприкосновения с поверхностью в беговых намного меньше, чем у игровых. Поэтому чем меньше ваш вес или выше скорость перемещения, тем больше вероятность проскальзывания и риска получения травм. Из-за этого при игре в старых или пыльных залах беговые кроссовки могут вести себя как коньки на льду. Материалы верха беговых кроссовок – это тонкая сетка, вшитая в подошву. Поэтому, играя в такой обуви в контактные виды спорта, после первого же контакта с ногами соперника можно превратить их в босоножки с открытым верхом. Также они не защищают ваши пальцы в случае приземления или случайного удара по ноге. Именно поэтому баскетбольная обувь – это самые массивные и тяжелые кроссовки на рынке. Для примера на экране вес моих волейбольных, баскетбольных и беговых кроссовок. На моем канале уже много обзоров на баскетбольные и волейбольные кроссовки. В основном я делаю их на модели, которые мне интересны и способны дать достаточную амортизацию при моем прыжке. Я сделал отдельный плейлист, в котором вы всегда можете найти подходящие кроссовки именно для вас и вашего вида спорта. Ссылку на него вы найдете в описании. Теперь хочу дать несколько советов по выбору обуви. Для тренировок в зале, занятий фитнесом подойдут универсальные модели. Нет необходимости в подошве с дополнительной амортизацией. Лучше, чтобы подошва была более плоская. Это повысит вашу устойчивость. При занятии с большими весами лучше всего подойдут штангетки. Их применяют для занятий тяжелой атлетикой. Эта обувь предназначена для работы со штангой или в тренажерах, где основная нагрузка приходит на ноги. Например, в смите, жимовой платформе, гак-машине и так далее. В них жесткая конструкция, плоская подошва и небольшой каблук, который помогает держать равновесие. При работе с большими весами и использовании мягких кроссовок вы повышаете риск травматизации голеностопа. Особенно при использовании кроссовок с баллонами Zoom, так как вы получаете максимально нестабильную платформу под собой. Аналогично тому, что сейчас видите на экранах. Вы создаете микродвижения в голеностопе для стабилизации и тем самым травмируете связки, потому что работаете с большими весами. Вроде мелочь, а большинство проблем с голеностопом идет от неправильно подобранной обуви при тренировках с железом. В описании под видео вы найдете все магазины, в которых я приобретал кроссовки из этого видео. Там же будет список всех моделей, так как некоторые из них купить уже нельзя. Теперь немного о цене. Многие считают, что если кроссовки специальные для игровых видов спорта, значит и цена на них выше, чем на обычные. Но это не так. Кроссовки для волейбола или баскетбола можно купить даже дешевле той же беговой обуви. Их стоимость начинается от 2-2,5 тысяч рублей на распродажах или в стоках. Самые дорогие и продвинутые модели продаются за 10-15 тысяч рублей. Просто если вы не можете приобрести себе кроссовки, которые только вышли, поищите модели, которые продаются уже второй сезон. Как правило, даже топовые модели через год теряют порядка 50% стоимости от первоначальной. Не нужно гнаться за новинками, если ваш бюджет этого не позволяет. Лучше купить флагманские кроссовки прошлого сезона на распродаже, чем за эти же деньги взять новую бюджетную модель. Ну и подводя итог, ни один из производителей спортивной обуви не позиционирует свои кроссовки как универсальные для бега, занятий тяжелой атлетикой, баскетболом или волейболом. Даже для повседневной носки такая обувь не всегда подходит. Конструкция кроссовок должна учитывать особенности того или иного вида спорта. Сейчас даже существуют кроссовки, которые учитывают пронацию стопы, наличие или отсутствие плоскостопия. Профессиональные спортивные кроссовки дорогие, но их качество соответствует цене. Как говорится, скупой платит дважды. Лучше сейчас купить хорошие кроссовки, чем потом лечить последствия с 10-кратными вложениями от сэкономленных денег. И не забывайте, что все индивидуально. Подбирайте кроссовки с умом и под конкретные задачи. Как всегда по традиции, надеюсь, данное видео было для вас полезным. Напиши в комментариях, в каких кроссовках играешь ты, и не забудь поставить лайк и поделиться этим видео со своим другом. С вами был Егор Пупынин, всем удачи и до встречи на волейбольной площадке.